Всем привет! Genshin Impact. И мы находимся, наконец-то мы находимся в разломе. А это значит, что мы прошли... Прекрати, мать. Прекрати. Мы прошли задание легенд Кокоми, и мы прошли задание легенд Ита. Аратаки Ита, именно это вчера было. Вот, здрасте, Тенра, здрасте, Сергей. Поэтому, насколько я понимаю, мы можем вернуться в разлом, но... Всегда есть но. Во-первых, мы уже ритуально просто идем в Манштадт и выполняем... Постойте, господин Альберт. Не понял. Это что-то новое? Почему я такого не помню? Мы выполняем дейлик. Потом я хочу посмотреть, что у нас там есть по квестам, потому что сказали, что там какой-то... Ой, как красиво. Посмотрите, какая красота. Вот. Мы выполняем то, что у нас... Точнее, посмотрим, что у нас есть по заданиям. Те, которые висят у нас давным-давно, которые надо пройти. Хидека камбамба, конничева. Нет, Мика уже камбамба. Хотя у вас немножко пораньше там. Косил, привет-привет. Нуна Мур. Хидека, Йоумика, Эндрюс Стиль. Всем привет-привет. Эндрюс, привет. Сейчас посмотрим. Что? Ой. Ой. Шушить не туда. Где? О! Стоит. Такого точно не было, Виктория. Где ты прячешься, ты маленький? Что-то потерял? Это у нее, не у нее сын, этот, Тимми. Я еще одного жульковатого типа. Нет. Это же которая стоит у статуи Семи Архонта. Ой, вот этой статуи. Вот у этой статуи. Там его мать. Его зовут Альберт. Он целый день у собора ошивается. Выглядит он так, словно задумал что-то неладное. Помоги мне его прогнать, будь добра. Ну, ладно. Может, лучше обратиться за помощью к Order of Favonius? Хорошо. Да хранит тебя ветер. Все. Япи, привет! Так, чё? Да, Тимми. Не-не-не. Ну, Тимми тот еще пес, возможно. Это вот этот фапер, который фапает на Барбару. Алло. Барбара, вперед! В чем дело? Сестра требует, чтобы вы немедленно покинули это место. Рыцари Order of Favonius все известны об их проделках. Покинул? Но что я сделал не так? Что? Подозрительный вид? Что-то недоброе замышляю? Вы все не так поняли. Эх, ты знаешь Барбару. Она просто ангел во плоти. Многие жители Манштадта обожают ее. Я в их числе. Да, я глава фан-клуба Барбары. Рыцари Order of Favonius будут здесь с минуты на минуту. Это мы уже проходили на самом деле. Можно с вами поиграть, прости, но я прохожу задание. Подожди, я правда восхищаюсь Барбарой. Я хочу принести пользу Манштадту. Я простой человек без выдающихся способностей. Но я могу подметать площадь и улицы вокруг собора. Сестра Виктория даже слушать меня не хочет. Она постоянно меня прогоняет. Я заметил, что никто не подметает листья рядом с собором. Но сестра Виктория не понимает, чего я хочу. Поможешь мне убрать листья ради Манштадта и ради Барбары? Ты что, дурак? Сам убирай. Хорошо, если ты исчезнешь отсюда. Скорее, рыцари тебе помогут убрать тебя. Здесь тоже надо выбрать 3 варианта. Давайте так, я иду снизу вверх, потому что нижний самый логичный. Я всего лишь стараюсь сделать что-то хорошее дело. Причем здесь Order of Favonius? Ладно, я уйду, как только с уборкой листьев будет покончено. Убирайся сам. Почему? Я не понимаю, почему я должен за него убирать листья? Алло, мне кто-нибудь прояснит? Кроме убийства уточек, Тимми заданием как больше не осталось. Так, Хидека Тимми была. Геншина зависимый говорит, сейчас придется бегать по крышам. У него же мама стоит вон. Нуна говорит, вот это его мама, вот, легенд над головой. У Тимми большие друзья. Вот это вот, я ее трогаю. Вот это его мать. Мы же к ней уже ходили.
Как убрать? Анема? Тихо. Ну да, просто давайте раскидаем листья. Конечно. Эндрюс говорит. Тут нет ачивок, Тенра, расслабон. В смысле? А зачем я это делаю? Может, Эндрюс пытается меня обмануть, чтобы я ушел? Пёсели сдули. Епи Алло, говорит, собака. ты в Монде не все зачистил на 100% от тебя за салагу и считают и напрягают. Я зачистил все А на Намика 100%, говорит. алло. Просто 100%, любит 100%, убираться. 100%. Ты чё? Я нет. Почему он меня припахал? Реально, какой-то лошара меня впрёк убирать за ним листья. Ты закончил с листьями? Ух, ты меня так бесишь, ты не представляешь. Все чисто. Эндрюс говорит, Отличная работа. хочешь зачистить 100%, придется убить уточек. А я же Тимми. убивал уточек Тимми. Я убивал уточек Тимми. Алло. Ты где был? Ты на стримах вообще не присутствуешь, да, получается? Спасибо тебе. У Барбары теперь будет чуть меньше забот. Пожалуйста, не рассказывай ей об этом. Будет лучше, если она об этом не узнает. Не беспокойся, я ухожу, как и обещал. До встречи. Может быть, мы еще встретимся. Я не понял. Голову... Да я уже их убил. Я делал это на стримах. Алло. Вы что, чат, прекратите? Я делал это на стриме. Убил уточек, и потом... Это... Извини. Здрасте. Алло. Алло. Слышь? Нуна говорит, Алло. мы требуем мяса. Вот сейчас будет мясо. Алло. Дурачок. Так, все понятно. Эндрюс Запретить. говорит, да в смысле, Рил, эх, я забыла, ха? Значит, будут по кругу дальше, одни и те же задания, идти, ЕЧЛ, и зачистил. В смысле он опять стоит? Это из-за того, что Хори зашел? Ой, ну давай побуль меня, конечно. Второй раз выслушиваю твою речь. Иди отсюда, пока я тебя не убил. Где? Вот тебе палка деда. Нуна говорит, банан фри. Попёрся в столб. Какой целеустремленный молодой человек. Ладно. Сейчас посмотрим. Ой. Эндрюс говорит, меня этот крип тоже бесит. Да. Еще и выпен... Почему он меня припахал делать за... Главное, он хочет сделать что-то полезное, убрать, а я это делаю за него. Геншина-зависимый говорит, Тенра, какой-то злой Да, сегодня. я только стрим начал, меня этот тип уже взбесил. Ну как так? Насчет Альберта. Он ушел? Да. Отлично, одной проблемой меньше. Но зачем ты подметала эти листья? Нет листьев, нет Альберта. Возьми это в знак моей благодарности. Пора мне вернуться к моим делам, а тебе к своим. Давай, давай. Ну вот. Забулили меня. Так, ладно. Давайте мы посмотрим по квестам, что у нас там происходит. Надгорье Кирару ревущих... говорит Канбанва. Камбанва. Подождите, это что такое? Победить... А, господи, это же ежедневный. Так, деревня, отправляй деревню ЦФ. Так, вы встретили адепта, который просит вас принести расследование, выяснить нарушенное равновесие воды и почвы. Наданный Мотонуна говорит, так работает вся сюжетка, смеется с прищуренными глазами. Смеется с прищуренными глазами, говорят. Не надо. Экономия, «Сделаем кстати, у нас а же в еще итоге приходится экономия. тащить все в соло, нервно смеется. Да. А Намика говорит, кусь Кирару. Эндрюс говорит, опасная Разлом. тропа, если че. Все. А Кирару у меня говорит, два. Hello, Неожиданная чатику на встреча Ютабе. или опасная глава? Кирару Мне не говорит, жалко. а Намика. Черное сердце Микаа, улыбающееся лицо с сердечками. Улыбающееся лицо с Ой, надо сердечками. дубликаты выключить. Улыбающееся лицо с Сейчас. сердечками. Ого! Алоэ Тут, сердце. тут все как-то жутко, Пайман не хотелось бы здесь быть, если бы не Эндрюс расследование. говорит, неожиданная встреча – это Дейнслейв, сначала тропу. Нуна говорит, Кирару, Это Кусь. зло. Она сказала, смотри, там кто-то есть, я так понимаю. Я не прочитал, но
Понял. Так, это что? Странная каменная табличка. Стела сделана из камней, которые явно моложе руин. Кажется, она была установлена совсем недавно. Хотя надпись Хирару на стеле... говорит, Да, прекрати. Ну, на приветике полная луна с лицом. Полная луна с лицом. Секунду. На стеле неразборчиво совершенно очевидно, что на ней выгравирована карта окрестностей. На стеле высечен сложный орнамент. Он изображает огромный кристалл, парящий перед вами. Мы это читали, кстати. Кристалла-то уже нету. Ух ты! Знакомая тетка. Здравствуйте. Путешественница и Пайман. Вот уж не думала вас здесь встретить. Яньфэй, что ты... ты ведь обычно работаешь в гавани Лиюэ. Как ты оказалась в этой глуши? Ну, если честно, командировка и правда вышла необычная. На самом деле, я впервые спускаюсь на нижние ярусы разлома. Да! Окажите-ка мне услугу. Кое-кто меня разыскивает. Если спросит вас, вы меня не видели. О чем ты говоришь? Яньфэй, ты же не нарушила закон, правда? Нет, дело совсем не в этом. Долго объяснять. Просто прикройте меня, если сможете. Увидимся. Давай. Эй, Яньфэй, правда ушла? Что же это происходит в Тайвате? Пайман как-то не по себе. Как думаешь, она ничего подозрительного не натворила? Противозаконно не натворила? Может, поэтому она сюда сбежала? А может быть... а вдруг случилось что-то очень-очень страшное? Исключено, Яньфэй ведь юридический консультант. Очень наивно с твоей стороны. В обществе все сложно устроено, и нам нужно быть готовыми к худшему. Ведь если что-то случится, мы станем сообщниками. Нужно ли нам ее выгораживать? Это все так запутанно. Пайман, это ты наивно и сложно. Оба-начо. Вот он. Эй там! Секунду. Ой, кто-то идет. Этот голос, Пайман уже где-то его слышала. Артакиита и Шином. Что же вы здесь делаете? Постойте-ка, я сам угадаю. Приехали сюда отдохнуть. Это же Ита. Посмотришь на вас, и сразу понятно, что у вас все отлично. И у меня тоже. Ита, а кто у тебя там за спиной? Привет. Я Куки Шинобу из банды Аратаки. Приятно познакомиться. Чуть не забыл. Позвольте вам представить вам Шинобу, гордость и радость банды Аратаки. Так ты тоже из банды Аратаки? Слушайте, она ведь одна из лучших на Ханамидзаки. Конечно, она в банде. Шинобу обо всех в банде заботится. Она и вас может прикрыть. Друзья босса, мои друзья. Приятно познакомиться. Путешественница и Пайман. Взаимно! Пайман будет звать тебя просто Шинобу. Рада встрече, Шинобу. Очень приятно. У меня есть ощущение, что вскоре нам доведется поработать вместе. Ита, но ведь ты только что сказал, что она занимается всеми делами банды. Значит, босс она? Пайман! Ну что за ерунда? Я босс в банде Аратаки с Ханамидзаки. Может быть только один босс. Пайман поняла. Бесполезный босс и умелая помощница. Эй, знаешь что, забудь об этом. Простым людям не понять всю глубину отношений в банде Аратаки. Как лидер, я не могу позволить себе опускаться до твоего уровня. Давайте к делу. Вы видели эту розовую? Как ее там? Консультанта. Такая низенькая, в странной шляпе и все про всех знает. Ой! Это юридический консультант из Лиюэ по имени Яньфэй. Я полагаю, что вы тоже с ней знакомы. Не видели и даже не знаем такую. Пайман, своим «ой» ты уже себя выдала. Значит, вы ее видели. Пайман такого не говорила, Пайман ничего не говорила. И не надо тут пальцем в небо тыкать. Я угадал, раз ты так нервничаешь.
Когда люди врут, у них глаза бегают. Ты не переживай, мы ничего плохого не замышляем. Вы знаете Яньфэй? Ну, она вроде как спасла мне жизнь, так что да, можно сказать, что мы знакомы. Спасла жизнь? Ой, погодите-ка, а вы вообще как оказались в разломе? Извините, до пойманы надолго доходит. Вы же знаете, что указ Сакуха отменили. Шинобу приехала в Лиюэ за своим дипломом, а я побоялся отпускать ее одну. Диплом? Ты училась в Лиюэ? Да, я изучала право в Академии Тунвэнь в Лиюэ, но, к сожалению, когда я накануне окончания учебы уехала домой к родным, был принят закон Сакоку. Я опоздала на получение диплома на несколько лет. Мы отправились в гавань Лиюэ по делам, и в очереди босс рассорился с каким-то миллилитом. Его уже собрались арестовать. Нам повезло, что госпожа Яньфэй нам помогла. Если бы не она, сидеть мне в тюрьме Лиюэ. Вот и я хочу ей как-то отплатить. Она отказалась от моей помощи. Ну, так не годится. Кто не сталкивается с проблемами на чужбине? Вот и я следую за ней, чтобы появиться в нужный момент. Спасибо за подписку. Это как-то навязчиво. Они тоже считают, что долг платежом красен. Бабуля говорила, что мужчина всегда должен платить добром за добро. Я отблагодарю эту консультантку во что бы то ни стало. А если она не нуждается в твоей помощи? Это невозможно, совершенно невозможно. Конечно, нуждается. Путешественница. Шинобу мне подмигивает. Намекает, что нужно отвлечь Ита. А Яньфэй только что ушла вон туда. О, спасибо! Я за ней. Пошли, Шинобу. Моя благодетельница, я потяну тебе руку помощи. Спасибо. До свидания. Окно, спасибо за подарочек. Ты нарочно обманула Ита. Пайман кажется, что Шинобу тебе не поверила. Она выглядит очень сообразительной. Может, она считает Ита слишком назойливым и не хочет доставлять хлопот Яньфэй. Она и правда умница. Так, Яньфэй никто не найдет. Вот мы ее обрадуем, когда встретим. Пойдем к дыре, которая осталась с прошлого раза. Пойдем. Так, всем привет, кто пришел. Всем здрасте. Так, что нажимаем? Ви нажимаем. Куда идем? Вниз. Давайте я пока включу. Кристен Ти Кстати, говорит. что мне там? Эндрюс Мя. Ханк Пинкуэвен. Кристен, привет. Окно говорит. Лучший сюжет. Да? Разлом нравится? Епли говорит. Кусучий чат какой. Да, говорит. Помню, там тебя в такое? самом начале смотрел. Да, он Нуна уже говорит 55 Мау. ранг. А Намика Мау. говорит. Кристи Кусь. Место пусто Ой, я говорит. вас выключаю. Один из лучших квестов. О, ничего себе. Высоко оценил. Смотри, Яньфэй тоже здесь. Эй, Яньфэй, а мы провели твоих преследователей. Отлично, спасибо вам. У того разукрашенного парня и правда душа нараспашку. Мы бы с ним подружились, но у меня важное дело. Что может быть за дело в таком странном месте? Ты же не стал искательницей приключений? Нет, я вовсе не... Я все еще юридический консультант. И иногда дела требуют от меня дальних странствий. В разломе я и завещание. Завещание? Я нашла завещание в древней книге. Думаю, оно было когда-то оставлено неким высокопоставленным лицом. У него пропала одна волшебная вещица, и он хотел ее вернуть. Так юридические консультанты и таким занимаются? Ничего себе! Исполнение последней воли также является частью моей работы. Конечно, подобные случаи довольно редки, но разлом — это не то место, куда можно вот так запросто попасть. Что? Так тебе известно, что это за место? Кто здесь? Ты тут. Так и знала, что найду тебя здесь. О май. Подожди.
Подожди, это кто? Это кто? Над каким... Что это? Кто эта женщина? Я не узнаю ее. Над каким бы делом не работала в разломе великий юридический консультант Ли Юэ, она наверняка справится с этим без моих советов. Ха, забавно. Вы ведь уже сошлись, что мое мнение по юридическим вопросам ничего не стоит, когда рядом Елань. Да кто она такая? Это Елань из Ли Юэ. Можно сказать, она служит в департаменте по делам граждан. И да, она моя подруга. Можно и так сказать. Волею случая у меня появились тут дела, так что нас с вами столкнула сама судьба. Возможно, вы не знаете меня, путешественница Ипайман, но я о вас наслышана. Забавно, у меня полно друзей в Ли Юэ. А вы сюда приехали по делам, а моя работа следить за разломом. Согласно правилам, мне нужно сопровождать вас. Однако, я не могу следовать за вами все время, поскольку у меня есть и другие обязательства. Вы можете идти без меня, только постарайтесь не устраивать шума. Как жаль, а я хотел попросить тебя об одолжении. Ради старой дружбы не уделишь мне немного времени, чтобы помочь с завещанием? Только если в итоге мне что-то перепадет. Хорошо сказано. Гиду полагается оплата, а мадам Пин как раз дала мне немного чайных листьев. Если не возражаешь, я угощу тебя чаем. Лучше расскажи мне сначала все подробности. Эй, вы! А это откуда? Хороши. Нарочно меня облапошили, путешественница. За что так со своим братцем? Потому что она тоже мой друг. Стой. А? А ты кто? Извини, это часть территории разлома. Посторонним сюда вход воспрещен. Что за ерунда? Тут ни объявлений, ни забора. Почему мне нельзя сюда заходить? В по-настоящему опасных местах глупые таблички не вешают. Это настолько важное место? Место и правда особенное. Сюда и правда просто так не зайти. Поэтому я и не хотела, чтобы вы шли за мной. Очень жаль, что мой отказ не помог. Путешественница столько всего сделала для Ли Юэ, а Янь Фэй — прославленный консультант. Я доверяю вам и не буду препятствовать. Что касается этих двоих... А? О чем это ты? Думаешь, я не прославлен или что-нибудь замышляю? Я ничего не знаю о тебе и не могу позволить тебе пройти вот так вот просто. К тому же, Янь Фэй не нуждается в твоей помощи, так ведь? Ха! А тебе почем знать? Ты в голову к ней залезла. А? Для этого не обязательно уметь читать мысли. Тебе, как гостю из Инадзумы, лучше следовать местным правилам, чтобы не попасть в беду. Ах ты... Стоп, спокойно, она права. О, ситуация начинает накаляться. Да, мне нужно ему было... Что? Не нужно было связываться с Елань. Мы не знали, что тут особая зона. Раз вы так говорите, то мы уйдем в скорейшем времени. Однако, если это опасный район, объявление бы не помешало. Спасибо за совет. Я подумаю. А если мы не собираемся уходить прямо сейчас? Босс, тогда может произойти неприятный инцидент. Что? Думаешь, ты нас двоих на лопатки уложишь? Немного о себе воображаешь. Если путешественница и Янь Фэй ваши друзья, то вам лучше послушаться моего предостережения. Ха-ха, интересненько. Вот только, увы, я никому не подчиняюсь. Если ты такая крутая, покажи мне, на что способна. Тише, босс, давайте избежим конфликта. Ну уж нет, я иду туда, нравится ей это или нет. Ага, думаешь, я тут шутки шучу? А нет, они собираются драться. Эй, вы двое, это все началось из-за меня, так что почему бы вам не перестать меня позорить, а? Земля шатается. А, нет, кажется... Ай! Эй, не уходи от темы. Вот я сейчас... Что? О, беда. Беда. Драка будет?
Ой-ой-ой-ой-ой! Что случилось? Эй, путешественница, ты в порядке? Все хорошо. Даже книги под себя подложить не помогло. Это... Что это за место? Ой-ой, эй, Шинобу! Ребята, благодетельница, вы как? Ой, вот так по происшествию. Ого, и как глубоко мы упали. Похоже, земля обвалилась из-за нашей ссоры. Неужели это потому, что мы пробудили силу элементов? Но это не моя вина. От твоей грубости любой бы вспыхнул. Не впускать посторонних в важные зоны — моя обязанность. Если ты считаешь правду грубостью, то ты тот еще невежен. Неженка. Жизнь так коротка, я не могу всем уступать. Босс, тебе ее не переговорить. Почему бы не прекратить спор? Шинобу, ты вообще на чьей стороне? Я просто говорю как есть. Я понимаю твои чувства, но ты усложняешь мне жизнь, цепляясь ко всем вокруг. Кажется, это не может переспорить Елани Шинобу. Не сладко ему. И ты, Шинобу, как мы с тобой. Эй, а что еще за шутки? Не сравнивай Паймон Цита. Эй, ты о чем? Тоже на неприятности напрашиваешься, а? Паймон просто говорит правду. Все знают, что ты болван. Я болван? А ты летающая карликовая фиалковая дыня. Летающая карликовая фиалковая дыня? Ну все, ты разозлил Паймон. Сейчас Паймон придумает тебе гадкое прозвище. Ты пастушонок. Ты глупый невежественный пастушонок. Кажется, мы очень глубоко упали. Отсюда поверхность даже не видна. С такого расстояния наверх не взобраться. Нужно искать другой путь. Извините, господа, что прерываю вашу... Что? Возвышенную беседу, но должна вам кое-что сообщить. Разлом считается секретной территорией Лиюэ. Несколько лет назад он был запечатан из-за происшествия в шахтах. Пока мы будем здесь, лучше бы вам не смотреть и не слушать и не спрашивать, чтобы случайно не узнать о тех тайнах, которые вам знать не положено. Я не буду относиться к вам как к врагам, и в обмен я надеюсь, что вы сохраните все в секрете. Я изо всех сил постараюсь найти выход. А? Куда это она? Она пошла искать выход. Среди нас Елань лучше всех приспособлена к опасным ситуациям. Пусть идет. Прошу прощения, обычно я не рассказываю детали завещания моих клиентов посторонним лицам, поэтому я не могла сказать вам правду. Извините. Я приехала в разлом, чтобы отыскать мистический компас, о котором говорится в завещании. Много лет назад автор завещания подарил это сокровище целеустремленному человеку в надежде, что оно поможет тому в трудную минуту. По словам очевидца, человек, получивший сокровище, унес его в разлом и с тех пор пропал без вести. На протяжении всей истории в окрестностях разлома велось множество войн. Даже если этот человек погиб в сражении, я все равно найду сокровище и исполню последнюю волю клиента. Предостережение Елань было обоснованным. Разлом полон опасностей. Это вы уже и сами поняли. Мы уже попали в затруднительное положение, так что давайте попробуем найти выход вместе. Раз ты говоришь, благодетельница, хорошо. Сейчас мы все одна команда. И та вредина тоже. А разве Елань не в департаменте по делам граждан работает? Она такая крутая. Паймон как-то не думала, что там водятся такие специалисты. Ну, это то, что она говорит посторонним. Я не могу сказать больше. Лишь то, что подобная работа под силу только ей. Работа? Да какой работой можно заниматься в такой дыре? Ха, Паймон это знает по собственному опыту. Работой искателя приключений. Что ты так на Паймон смотришь? Ты и я, мы искатели приключений. Это я искательница приключений, а не Паймон. Ой, а ты такая мелочная. Дай Паймон побыть искательницей приключений с тобой заодно. Да, путешественница, ты же босс Паймона, а босс должен быть великодушен и делиться с младшими славой. Ты ничего про нас не понимаешь.
Пайман, не переживай. Так из-за слов босса. Он просто шутит. Хм, только благодаря вмешательству Шинобу. Ха, как босс, я вам уступлю. Дурак. Еще одна блокирующая печать, о которой не упоминается в документах. Что же это за место? Я принесла немного воды и еды. Если вам что-то нужно, просто скажите. Отлично, пастушонок! Хоть ты и недалекий, но твоя подчиненная очень умелая и надежная. Я согласен. Нет! Я тоже очень умный. Кажется, в этом проходе начинается дорога. Интересно, куда она? Куда? Давайте посмотрим. Так, куда посмотрим? Куда пойдем? Так, здесь ничего нет секретиков. Костер есть. Еду мы сделали. Мы молодцы. Куда? А, у меня лагануло так, что меня... Секунду, дайте я попью. Здесь столько диалогов, беда. О, будет драка. Кто бы мог подумать, что в таком месте можно найти вход в подземелье? Если есть вход, то есть и выход. Давайте посмотрим. Скалы здесь похожи на древние скалы Лиюэ. Я видела такое в книгах. Должно быть, это подземелье существует очень давно. Что это за звук? А, это же Сяо! Охотник на демонов? Что ты тут делаешь? Я только что спустился сверху. Пришел сюда на звук. Тоже случайно сюда упал? Пойдешь с нами? Нет, у меня другие дела. Что-то важное? Я кое-кого ищу. Вам здесь не место, возвращайтесь скорее. И все. Появился из ниоткуда и исчез никуда. А этот парень крут. Почти так же крут, как я. Серьезный малый. Пастушонок, откуда у тебя столько самоуверенности? А это ничего, что он бродит здесь в одиночку? Он бы все равно нас не послушал. Даже если бы мы его не отпустили. Но он так крут, что справится и сам. Так, с этого момента все будьте начеку. Никто не знает, что нас ждет впереди. Нужно быть готовыми ко всему. Мы одна команда и все такое, но я отлично дерусь и не нуждаюсь ни в напоминаниях, ни в руководстве. Босс. Понял. А Пайман, кажется, что... Пусть Елань за всеми присмотрит. Пастушонок, ты ведь здесь чужестранец, лучше вести себя прилично. Как будто ты тут местная. Дынька летающая, хватит прикидываться. Так, давайте сделаем как? У меня мир открыт. Так, куда, подожди. Запрещен, обманываешь. Пойдемте. Данжик. Так, рекомендуемые Гидра. Гидра. Не насколько они нужны. Ну, давайте Барбару возьмем просто. Просто чтобы было. Уровень отряда ниже рекомендуемого. Вы что, я этим отрядом всех убью? Вы что? Прекратите. Так. Подобные лабиринты можно найти только в Лиюэ. А это крутое место. Если бы мы так не торопились, можно было бы расслабиться и попялиться на здешние красоты. Так. Ну шо? Анна Мика говорит: Тенра, главное правило — не ломать данж подмигивающее лицо. Ничего не обещаю. О, дурак, напугал, блин. Пацаны. А вы типа пира, поэтому у меня будет беда с вами, да? Но вот эти персонажи так не думают. Опасная тропа. Пипец, какая опасная. Кристенти говорит: бери Гидра, они говорят, а могли бы... Да, все эти повороты и загогули напоминают Паймана об жителях адептов. Может быть, значит, здесь тоже живет какой-нибудь адепт? Может быть баг. Я не знаю. R-A-I.
К. А. Говорит Ауна. Р. 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 Чего? Р. 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 Я так понимаю, мне Эры, нужно убрать эры. точки, чтобы она не тупила, потому что она как-то Мика. странно их Мне уже интересно посмотреть, что там будет жаль. Что там будет жаль, что я не могу скачать. О, барьер. Кикай. Учим японский. Нона Барьер говорит. кикай. Мику заживала. Анна Мика говорит. Па-хе-хе, мой ник забаговался. Ня. Епли говорит. Ахаха, озвучка. Что ты делаешь, прекрати. Анна Мика говорит. Не жуйте меня. Кристен. Ну, Ти ее можно говорит. укусить, наверное. тогда. Ер. Эменер. Ер. А. Ика. А говорит. Анна. Так. Мика. Ага. Хм. Епли говорит. Кусь от озвучки. А есть Эндрюс здесь говорит, секретики, смотрите. Искусственный недоинтеллект. А, я же не могу поменять персонажей. Джилтошек говорит. Если зажечь огнем Кусь вот это, Мику. вот это, Нуна говорит. вот это и вот Р. это. А. Ика. Не будет секретика? Миря говорит. Она туяртай. Туярдись. Мика ломает озвучки. Да, Мика такая. Анна Мика говорит нет. А вдруг будет, ты же не проверяла. А если проверяла, почему мне не даешь? Ага. Кстати, а здесь барьером Кристен все Ти говорит, закрыли. можешь чувством стихий смотреть, но в данжах обычно очень очевидные сундуку. Анна Мика говорит, потому что ты маленький. Засранец. Я не... Р-А-И-К. А говорит она. Горме. Горме. Мика. Тут норма. Корме. Ты не ломаешь озвучку. Это же случайно было, я не верю, что ты. Не-не-не, она специально поломана. Она такая, ты же не знаешь. её, Кристин она Ти такая, говорит. Я ее всю жизнь знаю. Мика Гурме. Саки-сан говорит привет-привет. Привет-привет. А на Мика говорит, слышь, Р-А-И-К-А, говорит, ха-ха-ха, Мика божеский. Нуна говорит, смеется с прищуренными глазами. А на Мика говорит, я фиксик в душе. Да, конечно, ломастер. На тебе ультой. Персональный ульта в лицо. Карамека Ты зачем говорит, не умер? Саки, Ай. Так. Ты такая модная. Посмотрите на эту женщину. Можно я превьюшку сделаю? Р-А-И-К-А, говорит, Тенра, зачем обижаешь Анна? Мика. Не в жизни не бежал. Так, ладно. О, здрасте, пацаны. Умею бить в Миря говорит, иммунитет. А, Н, А, скобка, точка, 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 М, К. Да-да, А, метеорит, алло. точка, 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 скобка. Лучшая. Пацаны, вы тоже слабые. Есть? Мне сказали, что мне Анна отряд не Мика говорит. подходит, слабый. Миря, пихехе. Где вот это все? Где ваша сила? Анна Мика говорит, сяпки, я такая равно. З. Джилтошек говорит, за Мику и двор стреляем в упор. Эй, смотри, кажется, это выход. Окей. Все. Нуна говорит, отряд по фешну. А отряд фэшн Миря разносит говорит. лица. Лан, я извиняюсь. Я любя. Что, любя? Лежу в больнице и хочу домой. Саки, что с тобой? Ой, что происходит? Почему мы вернулись? Разве мы здесь уже были? Да, мы отсюда начали. Но мы не могли ошибиться. Мы шли на выход и назад не сворачивали. Да, так и было. Путешественница, ты тоже думаешь, что мы шли правильно? Да, мы не сбивались с пути. Странно. В Инадзуме ходит история о том, как одного торговца ночью обманули Баки Дануки, и он до самого рассвета кружил на одном месте, не в силах найти выход.
Да-да, Пайман тоже о таком слышала. Значит, все об этом знают, так? Потому что я уверен, что с нами сейчас так и происходит. Но ничего, у меня есть помощник, способный знать всю нечисть. Позову-ка я его. Ничего себе, у Они есть друг, изгоняющий нечисть. Стой, вот это я понимаю отсутствие предупреждений. Пайман, невежество. Это сильная сторона босса. Давай, уши! Схвати этого духа. О, реально пришел. Ну? Это наш внештатный боец банды Аратаки. Уши! Уши, да. Это сын коровки, да? Это сын этот... Как... Ну... Это Уши. С вами здоровается. Можете звать его Уши или Крепыш. Он отличный следопыт и может вывести от нас отсюда. Оказывается, в бандах бывают внештатные бойцы. Не похоже, что это может сработать. Кто знает. Уши, иди, покажи нам дорогу. Му. Уша смотрит вокруг в поисках тайного выхода. Му. Му. А? Что? Не может быть. В чем дело? Уши говорит, что он все обыскал, но выхода нет. Но если мы смогли войти, значит должен быть и выход. Я пойду осмотрюсь. Вы заметили? Мы думали, что мы упали сверху, и тогда сверху еще был выход. А теперь он исчез. Необъяснимо, как по мне. Кажется, некоторые консультации не так просты, как мы думаем. Я все осмотрю. Ни щелочки, не может быть. Мы правильно запомнили. Может быть, мы вообще не здесь упали. Эй, да ты боишься. Нет, Паймон очень смелая. Уши тоже думаешь, что ты боишься. Но это ничего, не бойся признать, что ты боишься. У тебя ведь есть мы тебя защитим. Я с тобой, Пайман. Не нужно сидеть на месте. Поищем дорогу еще раз. Шинобу, ты иди с благодетельницей. Путешественницей и Пайман, я буду с вами. Хорошо, будьте осторожны. Какая еще благодетельница? Зови меня просто Энифей. А не зря господин Аратаки. Что? А не зря господин Аратаки босс банды. Он умеет руководить. Ну что ты, я просто Ита. Раз уж мы команда, мы должны заботиться друг о друге. Пайман, если снова станет страшно, я прикрою тебе глаза. Вы разделяетесь, изучаете местность, но ничего не находите. И правда нет выхода. Что-то не так с этим местом. Босс, ну что у вас там? Ничего. Но я могу поклясться, что только что видел тень. Только бы не эта нечисть. Может, это прозвучит неуместно, но Пайман хочет спросить. Ита, ты же тоже Они. То есть ты же сам что-то вроде нечисти, разве не так? Да нет же! Я говорю о тех светящихся, которых вроде видишь, а вроде нет. Что? Ита, ты боишься призраков? Ой, босс, тебя раскусили. Нет, хватит болтать! Глядя на тебя, Пайман вдруг перестала бояться. Эй, пастушонок, если боишься, то Пайман прикроет тебе глаза. Дураки. На самом деле у Паймана и у Ита как будто одинаковый уровень интеллекта. Кажется, мне стоит заняться чем-нибудь другим. Шиноба отошла, чтобы взять несколько камней. Затем достала из кармана веточки и фиалковые дыни. Что? Щепотку соли и немного перца. Скажи, ты жаришь фиалковые дыни? Да, фиалковые дыни очень вкусные. Скоро попробуешь. Ладно. Есть сладкие и соленые. Тебе какую? Мне сладкую. Тогда попробуй все. А нам сейчас нужно сохранить присутствие духа. Если я правильно понимаю, то здесь кроется какой-то секрет, о котором мы с боссом не должны знать. Но не переживай, я отвлеку босса, а ты сможешь все обсудить с остальными.
Ого, тут уже что-то жарится. Яньфэй, попробуешь? Не, я не голодная, ешьте сами. Кстати, Шинобу, мы так давно не виделись. Точно, последний раз я видел тебя в Лиюэ, когда ты заменяла преподавателя на занятиях. Заменяла? А, да, вспомнила, это было зимой, да? Да, все сказали, что ты очень интересно преподаешь. И как бы это сказать, ты настоящая наставница. Ага, мне понравилось преподавать право. Кто же знал, что я однажды попаду с ученицей в передрягу? Это судьба. Яньфэй еще и преподает, ух ты. Она так остроумно и увлекательно рассказывает. Ее студенты... Что? Рассказывает? Ее все студенты полюбили. Ты мне льстишь. Так вы все здесь. Елань, мы разделились, но никто не нашел выход. А что у тебя? Есть результаты? Нет. Мне не хочется об этом говорить, но вы приготовьтесь. Если мы не сможем найти выход, то застрянем тут надолго. Мне тоже так кажется. Ясно. Подземное пространство со входом, но без выхода. Без выхода. Это просто не имеет никакого смысла. Я что-нибудь придумаю. Дайте мне немного времени. Если увидите что-то похожее на выход, то будьте осторожны при его исследовании. Кстати, Сяо тоже здесь. Он говорил, что в случае чего можно позвать его по имени. Это может помочь. Эй, что за серьезный вид? Что ты задумала? Ты помнишь, что Сяо тоже здесь? Да, Сяо тоже... Ты хочешь попросить его помощи? Я думаю, можно попробовать. Да, давай попробуем. Сяо, ты меня слышишь? Сяо! Не отвечает. А Паймандулум думала, что он хоть откуда может прибежать. Значит, даже Сяо не чувствует, что мы здесь. Что же это значит? Что это за место? На самом деле, здесь очень много отдали мыслям главной героини. Раньше такого не было. Это было очень редко. Так, секунду, я попью. Нет, так не пойдет. Я пойду взгляну. Я ведь Ита, величайший Аратаки, единственный неповторимый Они. Босс. Эй, хватит строгости наводить. Пора пожарить фиалковые дыни. Что? Тут такие дела творятся, а ты о какой-то жареной дыне? Му-му. Слышишь, уже говорит, что ты права. Стой, ты на чьей-то стороне, крепыш. Важно постоянно пополнять запасы энергии. Мы должны поддерживать наши силы и боевой дух, готовясь к встрече с неизвестным. Даже уши это понимают. Ну ладно, вы... Эй, что вы тут... Уже идите? Ого, уже зажарилась. Пахнет как... Что ж, давайте перекусим и подумаем, как нам выбраться. Эй, не ешьте все, оставьте мне парочку. Окей. Кто бы мог подумать, что мы здесь застрянем. Непростая ситуация. Я знаю все законы, но обычно я занимаюсь тем, чтобы посадить кого-то в тюрьму, а не вытащить его оттуда. Да, я же заключил контракт с отцом. Жить счастливо. Значит, как минимум, я не могу пасть духом. Если смотреть с хорошей стороны, то я повидала новые места и встретилась со старыми друзьями. Да, все хорошо. Наверное. Но ты не унывай, мать. На самом деле, заключить контракт, чтобы типа живи счастливо, это очень неплохо. Я осматриваюсь вдруг на всякий случай. Настя, спасибо за подарочек. Положение у нас печальное, выхода пока нет. Нужно быть готовыми провести здесь какое-то время. Хорошо, что запасов у нас вдоволь. В нашей задиристой команде есть люди, способные сохранить спокойствие даже в сложных обстоятельствах. Позаботьтесь о себе, а я займусь остальным. Окей.
Подождите до следующего дня. Ну давай. Вот о чем я говорил. Мне в комментариях писали, что типа то, что камера вверх поднимается, это лучше, чем смотреть черный экран. Но я хочу просто вот этого, чтобы камера не поднималась, потому что эта анимация занимает много времени. Ну, спасибо за подарочек. Всем привет, всем привет. Сидим в темнице 100 лет. Как же скучно болтаться тут без дела. Как хочется вдоль Что? Поразмять ноги, побегать по миру снаружи. Ты ведь летаешь, а не бегаешь. Значит, свободно парить. Ну, в общем, Пайман очень хочет выбраться отсюда. Так, незаметно, что уже прошел целый день. Целый день? А Пайман показал, что прошло несколько месяцев. Кирару, спасибо. Ну, как минимум, 20 дней с хвостиком. О, вот вы где. Привет, пастушонок. Ребята, я тут прошлась вокруг, но и сегодня никаких результатов. Вот, попей воды и передохни. Спасибо, Шинобу. Если бы ты не предложила, то я бы и не вспомнила о воде. Ага, как же мне хочется выйти, покувыркаться по улицам и устроить бои жуков. Босс, не забывай о своем имидже. Как же тупо. Каждый день слоняться по этому убогому месту, а вот снаружи можно есть рамен и любоваться цветами. Рамен? Секундочку. Путешественница, тебя мучит голод? Да не то чтобы. Я тоже не голодна. Задам другой вопрос. Кто из присутствующих главный любитель поесть? Точно не я. Ну и что вы смотрите на меня? Это не я. Все вопросы к ней. Почему вы все смотрите на Пайман? Пайман, тебе хочется есть? Ну, нет, а что? Это не Пайман, убейте ее. Пайман всегда хочет есть. Вот оно как. И? Что это значит? Пайман кажется, что прошло уже более 20 дней. Я тоже слышала это, когда проходила мимо, но тогда мы должны были проголодаться за это время, так? А мне кажется, что прошел только один день. А в этом и загвоздка. Конечно, все по-разному воспринимают течение времени, но разница не должна быть такой большой. А мне кажется, что прошло дня 3, может 5, но все равно не чувствую ни жажды, ни голода. Я предлагала еду не потому, что голодна, а потому, чтобы поднять себе настроение. Сначала я рассчитывала, что провизии хватало всего на пару дней, но, к моему удивлению, после этого мне больше не хотелось есть. И я не только не голодна, но еще и не чувствую усталости, даже никогда не сплю. Со мной происходит то же самое. Во время отдыха силы не восстанавливаются, но и усталость не накапливается. Это очень странно. Такое ощущение, что физическое состояние не меняется. Чем дальше, тем страшнее. Пайман даже думать о таком жутко. Интересно, с пропавшим Сяо происходит то же самое? Эй, о чем ты думаешь? Вы скажете, что не можете дозваться Сяо. Странно это. Как бы этот паренек не угодил в беду. Обычные трудности для адепта не страшны. Боюсь, что под землей все немного серьезнее, чем мы себе представляем. Ребят, я кое-что нашла. Ой, это я говорю про больницы. Так, помни мои слова. Кстати, а что с тобой? Я пропустил. Что-то я не вижу эти сообщения. Привет. Лежу в больнице, вот вижу сообщение. Ты не написал, да, что с тобой? Ну окей. Только что вон там я обнаружила новую дорогу, которая ведет в неизвестную область. Это выход! Прекрасно! Давайте проверим. Ура! Ты что-то нашла? Пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет выход. Мне кажется, все не так просто. Будьте готовы ко всему. Вроде бы ничего странного. Внешность бывает обманчивой. При обследовании каменной стены я обнаружила, что с этим камнем что-то не так. Он, должно быть, служит для отвода глаз.
чтобы скрыть проход за собой. И вправду за ним есть проход. Надо отдать тебе должное. Найти его было нелегко. Наконец мы сможем выйти. Ой, секунду. Я не посмотрел. И все благодаря Елань. Сила воли и наблюдательность Елань невероятна. Ты, наверное, не отдыхала все эти дни. Ничего страшного, я не устала. Ладно, раз уж все в сборе, давайте отправимся и все расследуем. Скорей, Паймон не терпится выбраться отсюда. Голова 3 недели. Голова болела, вот и положили. Понятно. Поправляйся. Это очень плохо. Так быть не должно. Так, секунду. А почему у нас 2 дырочки? Секунду, эта дырочка куда? Это мы отсюда пришли. Здесь тупик. Окей. Все, тогда идем туда. Пам-пам-пам-пам-пам. О, еще один данжик. Погнали, офигенский. Поехали. Гео. Давайте я Барбару уберу. Все. Поехали. Символы платформы будут иметь разные цвета и изображения. Сопоставление их друг с другом – ключ к решению головоломки. Цвет. Окей. Если вы наступите на правильный символ, он активируется. Однако, если вы ошибетесь и наступите на неправильный символ, вы получите урон. Найдите и активируйте все символы на платформе, чтобы решить головоломку. Окей. Что такое? Прикоснуться. Куда? Что? Босс ты. Что? Эй, вы слышали это? Страшно-то как? Спасибо за подписку. Что делать, если у тебя камин... Я не знаю, играть? Ай. Так, это что такое? Что такое? Давайте вот отсюда посмотрим. Так, я вижу вот эти одинаковые. Вот этот. С вот этим. Но как будто бы он так не считает. Так, давайте я сейчас прокачусь, вообще посмотрю, что здесь происходит. Там было написано, что правильные цвета, правильный символ. Я не хочу просыпаться. Так, мне же нужно... Там кто-то сражается, кто бы это мог быть? Будто еще жив. Почему? Не могу нападать. Это же голос Сяо. Неужели с ним что-то случилось? Так, похоже, нас забыли позвать на драку. Давайте... Ну как же нам его отыскать? Так, они вот так вот расположены, правильно? Может быть, нам нужно найти похожие? Ну вот есть здесь Да. Вот так вот. Здесь что у нас есть? Есть есть Так. Так, ага, все. Оказалось простенько. Иди сюда. Бум! О! Не понял. Воятели света на платформе будет излучать особые лучи света на платформу. Управляйте этими устройствами, чтобы контролировать положение и направление лучей света. Воятели света можно использовать, чтобы направлять свет на большие символы на платформе напротив и активировать их. Кажется, головоломку можно решить, если активировать все символы. Окей. Управлять. Так, как управлять? Ага. Так, а вращать?
Вращать можно. Так, а можно быстрее? Игра, прекрати. Ты слишком медленная. Так, я так понимаю, это вот сюда. Вот. А как сменить? А, это второй. Выйти крестик. Это должен быть шире, получается. Этот не будет шире. И мы вот этот можем активировать, нет? Нет. Маленькие не зажигаются, зажигаются только большие. Других нету. Я могу вот этот подсветить, как будто бы что-то происходит. Спасибо за подписку. Смотрите, вот до этого по-любому никак не достать. А нужно зажечь все. Так, давайте-ка пока прогуляемся. Я их двигать не могу, да? Не могу. Давайте прогуляемся. Вот сюда. Нам же по-любому по всем платформам надо пройтись. Тут что? Тут ничего нет. Давайте пока вот сюда сходим. Тут же, по идее, должна быть такая же логика, я правильно понимаю? Так, здесь... Ну, допустим, здесь вот символ пики точеные. Вот такой. Подожди, и вот такой. И вот такой. Угу. Окей. Ой, пацаны, тихо. Тихо! Блин, я аж запаниковал, нажал неправильно. Сейчас, дайте я щит сделаю, подожди. Все, поехали. Разбираю пацанов. Тихо. Ты зачем выжил? Подожди, урон проходит? Да, проходит от метеорита. Открыли еще одних. Угу. Они опять не достают. Я что-то не очень понимаю. Вот именно вот с этим. То есть у них ширина луча одинаковая. Может быть, есть еще какие-то кнопки? Нет. Вот сюда. Я их даже так не могу. Я могу вот так сделать. Вот так могу сделать. А вот этот я не могу поставить, правильно? Нет, могу. Этот подходит по размеру. Тогда с тем пока непонятно. Окей. Зажегся синий, да? Да. Окей, это оказалось очень просто. Пойдемте дальше. Сейчас там какой символ? Гопник с копьем. С алебардой. Гопник с алебардой. Раз. Гопник с алебардой 2. 3. 4. Так. Буду драться. Плюс. Ульту профукал. Как нехорошо получается. Бум. Так, здесь, получается, мы все сделали. Мы едем дальше туда. Да, мы едем дальше туда. Так. Что у нас там? Танчик. Там танчик. Ищем танчики. Вот. Танчик раз. Танчик 2. Танчик 3. И танчик 4. Так. Буду драться. Необычно долгий данж на самом деле. Так. Угу. Где? Есть. Так. И 2.
Тихо, тихо, не дури. Так, все, остался только фиолетовый. А, нет, желтый тоже. Подожди. Он светится, желтый, или нет? Нет, желтый не светится, значит мы идем дальше. Подожди, желтый это же АА. АА мы делали. Я в детстве, когда маленький говорил, когда в туалет хотел, говорил АА. Сейчас бы не обосраться. А, потому что мы не докрутили. Подожди. Вот почему потому что все понятно стало. Так, значит, да, все, я неправильно расставил, окей. Такое бывает. Есть. Ой, тут матрица, мы сейчас матрицу нарисуем. Трехмерную. Так, остался только фиолетовый. Это нам вон туда. Раз. Еще раз. Подожди. Ну да, это же фиолетовый. А здесь что? Подожди, фиолетовый это же гопник с алебардой. Я разве его не сделал? Не сделал, почему? Что-то у меня уже, кажется, поплыл. Я же не мог сюда прийти и не сделать. Ну все. И теперь мне на ту платформу, которая напротив вот этой штуки будет, пустая. Да. А, портал, дырка. Что? Дырка. Дырки я умею. Сейчас покажу. Свет указывает на другую платформу. Пойдем посмотрим. Давай. Дырочка. Но необычный данжик. Пол исчез? Что же там внизу? А что если тот паренек Сяо там внизу? Мы должны помочь ему. Постойте. Все это как-то странно. Что это? Кажется, небольшой разрыв. Не думаю, что внутри поместится живой человек. Охотник на демонов? Сяо, это ты? Ты чего ж так пугаешь нас? А? Это иллюзия. Паймон не может прикоснуться к нему. Охотник на демонов, ты слышишь нас? С тобой все в порядке? Эй, дружок, проснись. Не реагирует. Что тут происходит? Вы... Заговорил! О! Мы шли за твоим голосом, но не ожидали, что ты и правда здесь. Ты так странно, мы не можем прикоснуться к тебе. Как ты превратился в иллюзию? Иллюзию? Какое совпадение. Сначала мы услышали о твоем исчезновении, а потом услышали, как ты сражался. Вот так удача. Ты не ранен? Совпадение? Постой. Что-то неладно. С этим подземельем что-то не так. Прочь, скорее прочь, уходите отсюда. Постой, ты ранен? Будет лучше, если он присоединится к нам как можно скорее. У тебя что-то стряслось? Где ты? Мы тебя найдем. Не надо. Самое главное — ваша безопасность. Кажется, это место может... Он вдруг исчез. Куда же он делся? Он ведь ранен. Мы должны помочь ему. Похоже, продолжать поиски мы можем. Только пройдя через вон тот проход. Сам ранен, а еще нам про безопасность говорит. А мы ничего опасного и не видели. Кстати, секрет происходящего таится вон в той пещере, да? Не волнуйся, дружище, и это тебя спасет. Босс, не стоит идти в одиночку. Ты же не какая-то ищейка. Не волнуйся, я непобедим. Ай, мой зад! Похоже, там глубоко, будьте осторожны. Ну что, пойдемте посмотрим, что там внизу. У-у-у-у-у. Водичка. Можно я попью сейчас быстренько? Это что, водичка, которая не может меня забуль? Ага. Хотел я сказать. То, что стамины не было.
Я думал, что водичка меня не может забулить, а она может. Всем привет, кто присоединился, здравствуйте. Пастушок, твой пыл не пострадал? Тыл. Все нормально, зад у меня крепкий. Рабочий. Если тебе больно, то можешь поплакать, а я постараюсь не смеяться. Тебе смешно? Лучше посочувствовала бы. Сочувствие осквернит твое величие, не так ли? К тому же больно тебе, а не мне. Так что тут трудно не смеяться. Тыкнула. Бедолага. Пальчик в попу. Паймон, не смейся. Ничего страшного. Хотите смеяться, смейтесь на здоровье. Шинобу, у тебя нет сердца, а люди думают, что я монстр здесь. Стойте. Сяо здесь нет, но... А здесь есть дверь. Странно видеть дверь в таком месте. Может, что-то типа горного приюта? Я в одной книжке читал, что добрые люди иногда строят хижины в опасных местах, чтобы путники могли там укрыться в случае опасности. Наш паренек наверняка там. Точно! Нет, ни один человек в опасности не будет так оптимистичен. Пастушок, твоя подчиненная видит людей насквозь. А ты чего радуешься? Она про нас обоих говорила. О, Шинобу, вот почему... вот поэтому я босс, а ты моя подчиненная. Если тут все такие трусишки, то боятся открыть дверь, я сам открою. Отойдите-ка. Откроем дверь и свалим отсюда. Минус рука. О, открыл? А, нет. Рыдать будешь? Дурак. Ты молодец. О, попкорн. Или что это? НАТО? Сгинь, злобный Они. Ты меня слышал, убирайся отсюда. А! Мне показалось, или внутри кто-то был? Сбежал. Не может быть, ты ошиблась. Давай ты еще раз откроешь. Ладно, давай. Говорит. Ты только бездельничаешь весь день и детей наших портишь. Сгинь, сгинь! У них у всех в руках миски. Миски с бобами. Для чего это? Это мы знаем. Бобы. Отгонять Они. Люди разбрасывают бобовые, чтобы прогнать Они. Босс. Они. Так что они хотят его прогнать. До смерти меня напугали. Откуда в таком месте взялись инадзумцы? Успокойся. Ты и сам житель Инадзумы. Я Они Инадзумы, а не житель. Вопрос в том, ведет ли эта дверь в Инадзуму. Не может быть! Это место такое странное, что Паймон сейчас больше склоняется к тому, что это розыгрыш. Открою еще раз, и мы посмотрим, есть ли изменения. Кому надо, пусть тот и открывает. Я пас. Ну, кто смелый? Эй, Паймон, давай ты откроешь. Не-не-не, вы сами открывайте, а Паймон боится. Давайте я. Удачи! И не дай им за этой дверью одолеть тебя. Ага, посмотрим, что там будет в этот раз. Сейчас ее страх будет. Так. Ее страх. Мама. Шинобу, все читаешь. Послушай-ка, юная леди, хватит читать. Лучше следуй моим советам. Я нашла тебе отличную работу жрицей в Великом Храме Наруками. Все лучше, чем... Шинобу, кто это? Неужели это... Вы только не смейтесь. Это был голос моей матери.
А вот уж не думала, что я снова услышу эти речи здесь. Она хотела, чтобы ты стала жрицей? Я поехала учиться в Лиуэ только потому, что не хотела быть жрицей. Но в моей семье это не нравилось. И после возвращения в Инадзуму они все равно хотели, чтобы я работала в Великом Храме Наруками. Судя по тому, что Паймон знает о госпоже Гуджи, быть жрицей не пыльная работенка. Вот смотри, некоторых кошек можно держать дома, а некоторые могут жить только в дикой природе. Так и мне нужна абсолютная свобода, поэтому работа жрицей мне совсем не подходит. Точняк, твое место в банде. Посмотри на себя, крутая, смелая, умелая. Все же согласны, да? Это правда. Ты нашла себе подходящее дело. Главное, чтобы тебе работа нравилась. Я тоже так думаю. Я так понял, штуки там за дверью меняются, если появляется там что... Я так понял, штуки там за дверью меняются, и появляется там то, что никто не хочет видеть. Как же нам это пройти? Мы все еще должны спасти того парнишку. Некогда нам прохлаждаться. Кто-нибудь хочет попробовать? Ну уж нет. Если там внутри что-то страшное, то я не хочу даже пробовать. Если кто-то и сможет проложить путь, то уж точно не я. Почему? Потому что это все очень странно, тебе не кажется? Я не верю в то, что дверь может привести нас к охотнику на демонов. Так что уж точно не смогу нас провести. Да уж, ты не выглядишь как человек с богатым воображением. Давайте я. Да, благодетельница, покажи нам, на что способна. А ты чего-нибудь боишься? Наверное, да, но на ум ничего не приходит. Ну ничего, откроем дверь и сразу узнаем. Пустота, одиночество. Проклятый старикашка из сегодняшних 4 килограмм соли 1,5 ты подарил. 1 продал, а оставшиеся 1,5 пропил. Сколько денег в итоге заработал? Что? Но ведь ты позволила распоряжаться вещами из лавки на мое усмотрение. Подарил я ее, и что такого? Дурень ты! Ты сказал живущему по соседству старику прийти за солью, но кто же знал, что он по дороге сломает ногу, и теперь его сын требует компенсации. Ну в самом деле... Понял, конфликты родителей. Гражданский спор. Вот уж не думала бы. Это кто был? Никто, а что? Это был типичный пример одного из гражданских дел, которые поставили меня в трудное положение. А? То есть ты боишься споров по всяким мелочам? Скорее тех, кто начинает ругаться по мелочам. Особенно в таких ситуациях, когда хотели как лучше, а в итоге получается ужасная ссора. Так жалко, когда благие намерения приводят к обидам и бедам. Я хочу помогать людям, решать их проблемы, поэтому и занимаюсь этой работой. Но сердца некоторых людей я понять все еще не могу. Я тебя понимаю. Человеческое сердце – самая сложная и трагичная вещь. Ладно, не будем об этом. Еще кто-нибудь хочет попробовать? Не надо на меня смотреть. Я все равно не буду пробовать. Да ладно, Илайн, здесь все свои. Даже если попытаешься... Что? Попытаться не хочешь, то хотя бы убедительную причину придумай. Ну тогда буду говорить прямо. Я работаю на Нингуан, волю небес Цисин, поэтому моя работа касается самых важных секретов Лиуэ. И возможно, если я открою дверь, мне придется от вас избавиться, чтобы сохранить секрет. Убедительная причина. О, звучит впечатляюще. Шинобу, а что за Нингуан такая? Она такой человек, который не выпустит тебя из разлова живым, если узнает, что ты лезешь в ее секреты. Босс, тебе правда стоит хоть немного поинтересоваться, кто есть кто в этом мире. Слушай, я не знаю, что... я знаю то, что мне нужно. Я свободный Они. Так Елань человек Нингуан? Теперь Паймон поняла. Вот почему я и пытался сохранить ее секреты. Не стоит давать ей открывать дверь. Путешественница, а ты не хочешь попробовать? Точно! Вдруг ты откроешь дверь, а там будет тот, кого мы ищем, например, пропавший Сяо. Да, попробуй. Возможно, наш приятель
Сидит нас там ждет. А, дожидается. Кого мы ищем? Да, я постоянно кого-то ищу. Брат. Они-чан. А? И что там внутри? О, это бездна? О, она сама идет. Чат выключить. Это то, чего я боюсь? Выход исчез. Меня заперли? Пацаны, девчонки, я вернулся. Прикольно, у меня там ничего... Прекрати. Рыба, выброшенная на берег. Если когда-нибудь так вот дергаются. Да пройди! Глупая. О, ты, путешественница, вот ты где. Так ты же как же ты напугала Пайман? Ты как зашла вовнутрь, дверь перестала открываться. Мы очень беспокоились о тебе. Ты в порядке? Путешественница, ты нашла что-нибудь? Ну, ты нашла того, кого искала? Нет. Судя по твоему выражению лица, там внутри что-то неприятное. Да. За дверью тьма бездны, забравшая моего брата. Как такое? Не унывай, мы вместе найдем твоего брата. Ух, проклятая дверь. Так бы и раздолбал бы ее на кусочки. Если бы Пайман так не устала, то помогла бы тебе. О. Эй, что это ты тут устроила? Перерыв на сон? То есть Сяо мы за дверью не нашли. Более того, за ней мы увидели лишь то, с чем не хотели бы встречаться. У меня очень нехорошее ощущение от этого подземелья. Оно все время меняется, и, похоже, эти изменения нацелены на нас. Что ты имеешь в виду? Я тоже это почувствовал. Нам надо быть очень осторожными. С этим местом явно не все в порядке. Не все так просто. Мы прошли вслед за охотником на демонов, а нашли здесь только странную дверь. За дверью тоже все очень странное. Она показывает нам то, чего мы больше всего боимся. Мы в месте, которое находится за пределами здравого смысла. Кроме того, я чувствую себя усталой. Но мы ведь уже выяснили, что усталости как таковой здесь нет. Дела еще не зашли слишком далеко, иначе мы бы уже умерли от голода после того, как провели столько времени без еды. Меня сейчас беспокоит, повлияет ли изменение этого пространства на наше состояние. Поэтому мы будем есть и отдыхать по часам, чтобы предотвратить внезапную волну голода и усталости. Очень разумно. Ох, Пайман вдруг почувствовала такую усталость. Очень все это выматывает. Я тоже начинаю чувствовать усталость. Нет, это мне все кажется. Я не позволю моему воображению играть со мной в такие штуки. У Пайман все тело свинцом налилось. Судя по всему, наше физическое состояние в этом пространстве словно заморозилось, поэтому мы не чувствовали ни голода, ни усталости. Но, похоже, душевной усталости не избежать. Хотя мы все еще не нашли охотника на демонов, я предлагаю всем передохнуть, чтобы восстановиться. Мы не можем никому помочь, если сами будем без сил. Она права. Это фиалковая дыня, так? Хочешь, я тебя понесу? После долгих поисков вы нашли короткий путь к выходу, вы вернулись в лагерь, чтобы отдохнуть. Так. Не понял, почему я здесь? Почему меня бросили? Ой, чат, извините.
Так, теперь и берег буллетенеров. Курсор-то есть. Так, Кристен, дыши глубоко. Что такое с Кристен? Ты совсем не спала. Точно все в порядке? Это пространство оказалось более опасным, чем мы себе представляли. Не волнуйся. Долго и сосредоточенно работать — это мой конек. Кстати, похоже, у тебя есть новые догадки. Разве заметно? Читать по лицу — часть моей работы. Я так и подумала. Есть у меня некоторые идеи, но я еще их не обдумала как следует. Как только я разберусь до конца, я тебе расскажу. Хорошо. У меня тоже есть кое-какие предположения. Как только все подтвердится, я поделюсь с тобой. Какой содержательный разговор. Да. Как говорится, одна голова хорошо, а две лучше. Окей. Такое, здесь все такое таинственное. Оказывается, и такое бывает. Поговорим о твоей двери. Что нам теперь делать? Не буду больше тебя беспокоить. О твоей двери. Ну, раз все видели, то и скрывать нет смысла. Это правда мой самый большой страх. Я совсем не хочу быть жрицей, ведь такая жизнь будет очень скучной. За годы в банде Аратаки чего только не было. И чтобы разгребать за ними... мне не приходилось. Мне приходится применять все навыки, которыми я научилась. Это все очень непросто, но только в банде Аратаки я чувствую себя полностью свободной. Бродить по улицам и следить за всеми в чистом поле с горячей фиалковой дыней в руках. Звучит глупо, да? Но такая жизнь мне по душе. Только не смейся, ладно? А то я и побить могу. Понял, извините. А можно да? Нельзя. Уши, ты не можешь снова найти эту проклятую дверь? Поговорим о той двери. Ты как раз вовремя. Я сейчас осуждаю... Блин, зря я это сделал. Надо было с ней Шинобу задать второй вопрос. Блин. Ты как раз вовремя. Я сейчас обсуждаю этот вопрос суши. Ладно, еще из двери меня бабами кидают. Ладно, еще из двери в меня бабами кидаются. Но то, что она смеет доставлять тебе неприятности, такого я уже не потерплю. Муму. Что? Ничего не выходит, крепыш, нельзя так рано сдаваться. А давай еще раз попробуешь. Если не получится, то поищем другую дверь. Желательно такую, которая ведет прямо на внешний мир. Как тебе? Путешественница, если у тебя есть свободное время, не можешь ли ты помочь мне? Мне кое-что нужно с тобой обсудить. Тогда встретимся там. Так, что нам теперь делать? Хороший вопрос. Ну, я не знаю. Эй, не сердись, я и правду говорю. Я все думал, не попробовать ли мне проковырять путь наружу, но здесь камни покрепче тюремных стен. Под натиском уши даже не шелохнуться. Явно, думаю, дают нам понять, что не хотят нас выпускать. Сейчас я могу только одно. Поухаживать за этой приунышей фиалковой дынькой. Да, уши тоже поможет. Блин, я второй диалог с Шинобу не увижу, да? Оказывается, такой... нет. Что нам теперь делать? Ты как-то не очень выглядишь. Не так, как когда только пришла. Тебя беспокоит что-то, что ты увидела за дверью? Послушай, самое важное — это выбор перед тобой. Нужно хорошенько отдохнуть, потом набраться смелости и сделать следующий шаг. Приняв решение, не оглядывайся назад, ведь верь в свой выбор. Понял? А у них был еще диалог? У нас же здесь выбора не было. Раскол, что такое? Так, мы идем туда? Да. Попью.
来てくれたか。 Спасибо, что пришла поговорить со мной, путешественница. この空間について考 Я え все ていた думаю ん об だ。 этом месте. Здесь таится 未知の неизвестная 脅威が潜ん опасность. でいる以上、 И нам не следует Ютуни медлить. Нужно поскорее 一 найти 刻も охотника 早く на демонов. Я тоже так こう думаю. しかし、 Но тебе не кажется, что это совпадение странным? Только ты сказала об охотниках на демонов, и вдруг там あの зазвучал 空 его 間から голос. まるで恋に仕組ま Как れた будто もののようだ。 нарочно, будто нас пытались убедить, что охотник на демонов был там, и 未知の場所 заманить まで таким 誘い込 образом ま в れたかのような。 неизвестность. 一つ、 У меня есть 私には предложение, 推測があ но る。 остальным пока не рассказывать не могу. いきなり Боюсь, それ как を бы 皆 они に не 伝えたが、 запаниковали. 先ほど見た Судя по 高 реакции 魔体制 охотника の на 反応から демонов, 察する он に、 находится в другом おそ месте, らく彼 но は его голос и 私たちと силуэт 別の空間にいるはずだ。 спроецировались だ сюда. が、もしかすると、 Неужели мы この оказались в 空 месте 間はもとよ хаоса? り、 Хаоса? 錯綜しここにいるはず Мы のない видели 人。 людей и предметы, которые そして здесь 霊まで見え быть てい не る。 должны. И даже призраки. 空腹を感じないのは、 Нам не хочется есть, потому что наше физическое состояние остается неизменным. Другими словами, 私たちの время 時間 для が наших 止ま тел ってしまった。も остановилось. しこの推 Если 測 я が正しければ、 если 私たちは非常に不合理な場所にいる Если я ことになる。 права, это означает, что мы находимся в месте, выходящем за рамки рационального мышления. つまり、 Таким 様々 образом, な情報が вся 一つの собранная 可能 информация 性を наводит 示 на してい одно る。 предположение. この地下空 Время и 間は пространство в этом 時 подземелье 間と空間が хаотичны. 錯綜しているということだ。 То есть тогда у входа в подземелье он прошел не по тому же пути, что и мы? しかし、そのように錯綜した空間だからこそ、 Но как в таком хаотичном месте мы смогли точно уловить его голос, не зная, что он 実に不条理 находится, だな。 где он находится на самом деле? Это もちろ бессмысленно. ん、この空間 Разве が что それ это を само 私 место たちに聞 захотело, かせ чтобы たの мы で его あれば、 услышали. そして、先ほど高魔大生の身に起こったことについて、 Извиняюсь. 一つ考えがある。 И тогда у меня есть предположение о ситуации с охотником на демонов. 私たちは Мы 彼に会ったの видели では не なく、 совсем его, поскольку сам он находится в другом месте, и его образ отобразился здесь, у нас с помощью それを見 какой-то たのではないだろ непостижимой うか。 пространственной трансформации сознания. 旅人、 Путешественница, 先ほど門 ты の говорила, 中で что アビス увидела を в 見たと言っ комнате ていた бездну, な。 так? あの門は、 Эта дверь 一見する как と бы 石の悪いいたずらにしか見 разыгрывает えない。 нас и показывает вещи, あそこで которые мы 私たちは боимся. 怖 Но い если ものを нас 見せら что-то れただけだ。 подтолкнет だが、 войти внутрь, 門の向こうに никто не 何がある сможет のかは сказать, что там 誰に внутри. も見当もつ Сначала с かない。 помощью шуток оно 最初は冗 притупляет 談の твою ようないたず бдительность, らで а потом 油 с 断を помощью 誘い、 настоящей 次 опасности に真の хватает こ тебя. の空間は手 Это 強い место 相手だ。 достойный противник. 私たちの思 Оно 考を読んで、 хочет 手のひ управлять らで нами 転 с がす помощью ように нашего 操 же っている。それ сознания. でも、私は Но ただ я 黙って тоже не 待っている собираюсь つも сидеть りだ сложа がない。 руки. Ты помнишь, Оба возле あの溶けた растворившегося 地面の横に、小さな растворившегося 空間の пола 裂け目があ был ったの。 небольшой разрыв в пространстве. Так это был разрыв в пространстве? ああ、 Это あれ было からは空 похоже 間に на 干渉する術 пространственное に近いものを заклинание, 感じた。 только そこ немного に秘めら сильнее, れ чем た力 обычное は高魔大 заклинание. 生の出現は、 Когда мы увидели Ваташитачи образ охотника на Карену демонов, Курганга похоже, Мачиору он не Баку. ожидал, что ましてや наши измерения 私たちに соприкоснутся, 彼の и 声 мы が聞 сможем こえ、 видеть и слышать 姿こ его. の空間は、 Мне кажется, 私 это たちを罠に пространство はめるための специально ものだと思う。 передало сюда だから、 голос わ охотника ざ на と高魔 демонов, 大生の чтобы 声を заманить нас в ここに、だ ловушку. が、この変化が Но 空間 оно に не 裂け目を作る ожидало, ことを、 что такого рода изменения создаст разрыв в пространстве. Другими словами, это чистая случайность, что мы смогли そ увидеть れにとって охотника も на 予想 демонов 外の状 и 況だという разговаривать こ с と ним. だ。 Поэтому нас прервали. そうだ。 Да, あれから кроме 私は戻っ того, て、 после 辺り возвращения をじっくりと調べて я みた。 тщательно осмотрела все вокруг. この И よう мне な混沌 кажется, と что した空間 хаотические が交わり続 пространства ければ、 постоянно あらゆる事 соприкасаются. 象が起こり得 Поэтому る。 может произойти все, что угодно. だが、 Я Ваташи думаю, wa koreo это chance и da есть to наш思う。 шанс. Если пространство空間が создает 私たちの явление, 心を основываясь на 利用 нашем し、 воображении, 惑わす現 то 象を нам 作る надо のならば、 продолжать воображать, 心を落ち着かせて、 успокоиться, 耳を澄ま успокоимся す и んだ。 начнем прислушиваться. Возможно, мы снова сможем уловить もう голос 一度 охотника 高 на 魔大 демона. 生のこの感じ、 Я что-то чувствую, кажется, そ здесь... こか。はあ、 Разрушься! Уф, イエランの я 現像を破る技を подсмотрела, как 真似て Елань みた。 разрушает иллюзии, но не ожидала, что どう этот もうま метод くいくとは сработает. 思わなかったが、声は Голос, この現像の голос 奥から聞 доносится こえ из るよう этой だ。 иллюзии. Давай Ай, войдем и как они проверим. Давай. Будет смешно, если ты таким голосом будешь озвучивать Пайман. Я озвучиваю Пайман, но немного другим. Типа, эй, привет, ребята! Вот таким. Жути нагнали, да. 声がはっきり聞こえるように。 Звук стал отчетливее. Я знаю, что я не туда иду, я хочу просто посмотреть все дырочки. Чё? Разлом внизу, что?
Был 100 лет назад. Смерть на войне. Здесь. Это он? Якса. Окей. Как тут много диалогов, просто нереально. Голос становится все отчетливее. Должно быть, он доносится отсюда. Опа, на чё, дурочка? Это разрыв в пространстве. Охотник на демонов, ты слышишь наш? Это Янь Фэй. Я и путешественница думаем, как тебя найти. Сяо, ты там? Путешественница? Янь Фэй. Получилось. Как у тебя там обстановка? Со мной все в порядке. Мы слышали, как ты сражаешься. Послушай, здесь все очень хаотично, и мы, возможно, находимся в разных пространствах. Но иногда мы можем слышать твой голос. А это значит, что пространства иногда соприкасаются. Здесь все хаотично. А найди способ добраться до нас. Нет. Тьма моей души может навредить смертным. Здесь сейчас есть более опасные вещи. Это пространство использует наше желание найти тебя, чтобы заманить нас в ловушку. Без тебя наши поиски могут привести нас в опасность. Пожалуйста, иди к нам. Вы тоже в опасности? Он сказал тоже? Не нужно меня искать. Но мы за тебя волнуемся. К тому же путешественница недавно попалась в очень опасную комнату. Правда. И как мы встретимся? Охотник на демонов, найди место, откуда доносятся наши голоса. Если найдешь источник звука, попробуй там что-нибудь сделать. Вдруг получится. Оказывается, пространство пересекается из-за хаоса. Что-нибудь сделать. Неужели? Скорее, неизвестно, будет ли еще возможность, если упустишь эту. Сяо! Отойдите. Хопа, ну чё? Здрасте. А ты настоящий? Ох, нет, он тяжело ранен. Отведем его в лагерь. Ой, извините. Так. Теперь мы не потеряемся. А? Спасибо тебе. У него что-то это... он же демонический. У нас тут много чего произошло, но мы делаем все не только ради нашей безопасности. Ты ранен, и мы обязаны позаботиться о тебе. Это всего лишь небольшое ранение. Я не хочу быть обузой. Не надо так говорить. Ты нужен всем нам. Просто останься здесь ради нас, хорошо? Как пожелаете. Ты ранен, поэтому тебе нужен покой. Остальное подождет. Он, походу, не настоящий. А как только тебе станет лучше, мы поговорим. Хорошо. Сяо закрыл глаза и, кажется, спит. Но видит ли он сны? Это удивительно. Якса, который всегда настороже, тоже может видеть сны. Нет пути домой. А давайте с ними сейчас поговорим. Якса, который всегда... Выглядишь не очень. Похоже, ситуация лучше не стала. Ничего. Можешь не рассказывать, что произошло. Иногда я завидую боссу. Потому что он дурачок. Слушай, тебе не кажется, что эта наша фиалковая дынька уснула? Видит ли она сны? Она выглядит измотанной. Тяжело видеть ее такой. Обычно-то она говорит без умолку. Эх, бедняжка.
Да и паренек наш выглядит таким изнуренным. Я так о них обоих беспокоюсь. Спит, как я в темнице. Ну ты шутник. Да, я сплю как король. Путешественница, ты когда вернулась? Окей. Всем привет, привет. Так. Девчонки. そう Здесь и правда творится что-то странное. Ничего себе, вы там налайкали, натапали лайков. Вы что, гоните? Раскол, ты с ума сошел? Раскол, Мика, Настя, Нуна, Кирару. Спасибо большое. Там еще кто-то в топ не вошел. Спасибо большое, вы сумасшедшие. Путешественница. ちょうどいい А, вы здесь, как я... 話したいことがあったんだ Я как раз хотела поговорить с тобой. Давайте вместе обсудим ситуацию. Вы обмениваетесь всей известной информацией с Елань и Яньфэй. この Я 空 тоже 間その чувствовал ものに狙われているのかそんな感じがしていた направленность の пространства на нас. でも Но вот так использовать его изъян смогла лишь Яньфэй. Она настоящий мастер лазии. 時間と空間が錯 Хаотичность 綜している времени と и いう事実は пространства уже 先 подтверждена ほどの試みで предыдущей 確認が取れ попыткой. た Кроме того, нам нужноこ остерегаться の空 ловушек, 間が生み созданных 出す этим 罠にコー пространством. マ体制も見 Итак, つかったことだ охотник し на демонов нашелся. あとは出口を Осталось только 探 найти すのさっ выход. き Я только что снова обследовала подземелье. Я не смогла найти проход, но кое-что я все-таки обнаружила. Наш род занимается магией на протяжении многих поколений, и мы создали катализаторы, которыми только мы можем пользоваться. В подземелье я увидела нечто подобное, но, к сожалению, оно бесследно исчезло, как только я приблизилась. Это была иллюзия? Наверное, да. Но здесь трудно отличить реальность от иллюзии. Не могу точно сказать. И все-таки среди нас только я знаю, как выглядят эти предметы. Это доказывает, что пространство может читать наше сознание. あの門もそうだった И та дверь тоже. Мне кажется, это словно живое существо, которое испытывает нас. Читая наши сокровенные мысли и угрожая нам, угождая нам, оно создает эффект настоящей реальности. И все это, чтобы выманить нас или притупить нашу бдительность. Если это так, то у него... Фу, меня шпернул. Скотина. Скотина ты пушистая, спит, главное, и пердит. Ну ты пес, вот ты пес. Если это знак, то... можно я кое-что открою? Возможно, будет дополнительный шум, но извините, он пернул, скотина. Чё, проснулся, да? Если это так, то у него может быть только одна цель — заманить нас в ловушку и погубить, притупив бдительность. Зачем еще может быть это нужно? Будем готовиться к худшему, но сдаваться нельзя. Я знаю, что разлом таит секреты, но даже Цисин не слышали о таком. Юлань, во время нашей встречи снаружи ты сказала, что у тебя тут дела. Что это за дела? Я ищу правду о вторжении чудовищ Каэнриах. Вот оно как. Каэнриах. Следующую информацию, которую я расскажу, тебе нельзя никому рассказывать, иначе... Хорошо. 500 лет назад полчища темных зверей из Каэнриах вторглись в 7 королевств Тейвата, и Лиуэ, конечно, постигла та же участь. Под командованием властелина камня мелилиты сражались до последней капли крови, удерживая линию фронта возле разлома. Но эти звери оказались невероятно свирепыми, и положение на поле боя было плачевным. В решающий момент кто-то отвлек монстров, когда надежды уже не было. Ход боя переломился. Это, походу, наш паренек. Воины Лиуэ в конце концов одержали победу, и многие уже не вернулись. Но многие. Двое из моих предков участвовали в той войне. Один из них вернулся, но потом сошел с ума. Все это было очень странно.
Теперешнее поколение Цисин мало что знает о тех событиях. Тогда немногие вернулись из разлома живыми. Чтобы узнать правду, оставалось только ждать. Тогда с внешней стороны разлома была снята печать. Я специально попросила перевести сюда, чтобы узнать правду о том времени. Но то, с чем мы столкнулись здесь, намного страшнее того, что я ожидала. Нельзя сдаваться. Для нас самая главная задача — это выбраться отсюда живыми. Разлом Каэнриах. Что же все-таки произошло 500 лет назад? И что увидел Сяо в том пространстве? С кем он сражался? Сможем ли мы выбраться отсюда в целости и сохранности? Елань, ты в порядке? Такая молчаливая, совсем на тебя не похожа. Потом поговорим. Сейчас я разбираю все зацепки, которые есть на данный момент. Возможно, ответ скрыт в каких-то деталях, которые я упустила. А для этого нужно все проверить еще раз. Тогда не волнуйся, я не буду записывать твой рассказ о тех событиях. Я имею в виду, если тебе нужно проанализировать что-то, то можешь рассчитывать на меня. Понял? Так, если я нажму на инфей, будет то же самое. Ты в порядке? Да. То же самое. Тот же самый диалог. Да-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ничего не вижу. Куда? Туда. Так, ладно, давайте спокойной ночи, кто уходит. Всем привет, кто пришел. F10 да, примерно так со мной поступил Кысыч пес. Выглядишь не очень, похоже, ситуация лучше не стала. Ничего, может, не расскажешь, что произошло. Иногда я... Так, это то же самое. Да, то же самое. Да, это то же самое. Значит, нам надо было... Не надо было с ним разговаривать. До. Все. Во, это что? А? Где это мы? Мы все еще под землей. Поймать тебе лучше? Да, намного. Просто испугалась. Никогда раньше не видела таких мест. Вот уж не думала, что лучший гид Тейвата может сесть в такую лужу. А страх и усталость — это нормально. Я всегда буду с тобой. Ого. Кстати, пока Пайман спала, ей во сне постоянно мерещилось коровье мычание. Му. Вот это мычание! Уши! А это ты нас оберегаешь? Какой он дерзкий. Туц. У него музон там качает, походу. Ой, я помню, как этот ивент потом в сюжет добавили. Капец, у меня ностальгия, спасибо. Ой, я рад. Путешественница. Похоже, охотник на демонов проснулся. Пойдемте поговорим. Ну и чё? Ты жив? Цел, орел? Как ты? Нормально. Не беспокойся. Точно? Ну и чё? Игра! Ярма-Якся опасна для простых людей. Лучше бы тебе держаться подальше. Вам не течет кровь адептов. Думаю, можно не переживать. И все равно. Что произошло? Пока Пайман спала, даже Сяо оказался с нами. С небольшой помощью я смог найти сюда путь. Все благодаря Яньфэй. Охотник на демонов. Не мог бы ты рассказать, что с тобой произошло? Не надо формальностей. Зови меня Сяо. Хорошо. Просто бессмысленное сражение. Я пришел сюда в поиске одного человека, но оказалось, что он уже совсем не тот. Мадам Пим упоминала, что ты обычно живешь на постоялом дворе Ваншу, чтобы охранять дорогу через Тростниковые острова. Странно, что ты сам пошел кого-то искать. Неужели это адепт?
Я ищу という名 Яксу の по 夜叉を имени 探している。 Басациус. Какое-то знакомое имя. Басациус. あ Басациус. なたと並ぶ Это один из 5 合法夜 Якс, 叉の как и 一人 ты? のだが Разве остальные 4 Якс не покинули наш мир? 一説では確かに Можно и так сказать. Но только 死者 тело の遺体だけは見つかっていない。 Басациуса так и не было 夜 найдено. 叉とは Яксы постоянно имеют дело с телами павших архонтов. Из-за этого 長年 нас 残骸を払い続ける отягощает карма, которая постепенно сводит с ума. В последнюю нашу встречу Басациус уже лишился 我が最後に記者と会ったのも奴は去った。 Он ушел. 行 Никто 方を не 知る знает 者は куда. 誰もおらず、 Больше я о нем не слышал. 我も不者は Но 我ら5 Басациус, 人の самый 中で старший 長 среди 兄のような нас, 存在 он だ。 всегда говорил, что Яксы вечно こう言 сражаются. っていた。 И неважно, мертвы 夜叉の мы, 戦いは苦難に満ちたもの。 или еще живы. 生死に Мы 関わら должны ず заботиться друг о 互いに друге 助け и 合い знать судьбу そ каждого れ из ぞれの нас 居 до 場所を самого 把握してお конца. くべき。もしかして Неужели он забыл о своих словах, когда впал в その безумие? 約ありえなくはな Не い。 исключено. だが、 Но он, たとえ奴が это он, 忘れても、 а я, это 我 я. は生き残った者として Раз уж я еще 全 жив, 員の行 то 方を обязан 明らかにする выяснить, 義 где 務がある。 остальные. Ну почему именно разлом? Ты услышал, что он здесь? 500年前、 Как вы, наверное, знаете, カーン 500 ルイア лет の назад 魔獣が в разлом 双 вторглись 眼鏡 звери に из 侵 Каэнриа. 攻してきたのは知ってい Да, る я кое-что слышала. その戦いは Битва 長きにわ длилась たり очень 続いた。 долго. По легенде, в пылу だが сражений 噂による войны と、 повстречались その中に勇猛で腕の立つ夜叉 повстречали がいたそうだ。 отважного Яксу. しかし、 Однако, その夜叉 никто の из 名を них 知 не る者 знал は его いない。 имени. 夜叉は5人 Но だけでは Яксы ない ведь から не な。 больше, ведь 必ず больше しも 5. 不者であるとは限ら Ведь ない。 больше 5. Может, это вовсе не Барбатос, хотел сказать, Басациус. そういうこと Ого, か。 так значит, ты подумал, что тот Якса Басациус и решил проверить, да? 断言はできない。 Нельзя утверждать наверняка. そ Но れ以外 это, に手がかりは это な моя い状況 единственная だ。 зацепка. 不者は誇り高き夜 Басациус 叉。 очень гордый. Если 奴 бы は он 戦う時 присоединился に к 必ず名 сражению... 乗る。 Гордый? 名を言わぬ Гордый. 夜叉は Непременно 不者 назвал を бы 発さ свое ないと思っ имя. た。 Поэтому сначала я подумал, что безымянный Яксы не может быть им. Неужели ты все-таки нашел его? 待ってくれ。 Погодите-ка. もしかして、 Так это あなたが с 戦っていた相手は Басациусом 不者で、 ты тогда あな дрался. たは И Карен это Ярарита он тебя ранил? そうだ。 Да. Немыслимо. カーンルイアの魔 Вторжение 術師 чудовищ Каэнрях. 双眼で Битва の в 人 разломе. Предки それ Елань. に Все это определенно связывает какая-то нить. この世には В 偶然 мире など много 無数にある совпадений, が、 но это уже これほ слишком. ど重なること Может, はあ это まり как-то ない。 связано с мистическим компасом, упомянутым в 遺言 завещании. 遺言 Завещание? ああ、そうだ。 А, да, я здесь 私は из-за とある遺 этого 言のため документа. あなたはこのようなことに Может быть, это Амари Френайоне тебе... штиктана. Может быть, тебе не приходилось с таким 人の встречаться 宣言 ранее. を Видишь 願い ли, や信条を завещание — 遺 это 言として записи, 残し в которых люди или Они адепты не выражают умоют свои посмертные желания. После смерти завещателя другие люди используют выраженную в завещании последнюю волю. それを残すのは Этот документ いつでも можно いいの написать в любое время. Эй, ты чего это? Уже завещание писать собрался? Сейчас? お前たちが В 我の этот 幻 день 影を вы 見た увидели と мой 言ったのは призрак. 偶然ではない Вовсе не случайно. Это пространство использовало ваши 仲 желания 間を найти 求める меня, お前たち чтобы の心に заманить つ в け込む ловушку. だが Но 単 чистый 純な обман 欺瞞では раскрыть すぐに легко. 露見してしまう Чего не скажешь об истине わ с ずかな с 偽 каплей りの混ざ лжи. った真実というの То, は что вы слышали, в действительности было моими こ словами. こが実際に声を聞かせ Это место послало вам мой голос, заставив 一方的に送っ запаниковать. た情報は Этот お односторонний, びき寄せるための餌と этот односторонний разговор был приманкой. もし空間の裂け Если 目 бы を вы 利 не 用 смогли して связаться через 我らが接 пространственный 触して разрыв, いなければ возможно, все す уже でにこ было の中の誰 кончено. かが欠け Это ていた место か не もしれない убивает, а поглощает души. Да как такое возможно? 相手は里い А наш враг ここに умер. 長いすべき Нельзя は здесь задерживаться. たとえ用が済んでいなくとも Забудьте о том, お что 前たちをここから зачем 外に пришли 送り出 сюда. す方法を Нужно 考えな найти ければ способ отправить вас обратно.バレが来たのは警 Я 告の здесь, ため чтобы だ предупредить вас. Это Какое место километр очень стена опасно. Если задержитесь, Нагайсева. оно может поглотить Крутани вас. А откуда ты знаешь? А что с нами станет после этого? おそらく Возможно, 亡霊 вы のように превратитесь в блуждающие души и останетесь бродить под землей.
どうやら Похоже, あなたもそれを見た тебе ようです。 такие уже встречались. イエロン、 Елань, ты вернулась? ええ、 Да, み стою, んなの слушаю 話を ваш 聞かせてもらっ разговор. たわ。私も地下で異 Мне 常現象を уже 見たこ довелось とがある。 наткнуться здесь на странные ここにあるはず явления. のないもの。 Мелькающие тени, творения внешнего мира. Думаю, все это いずれも просто 現実の иллюзии. 幻影か。 Иллюзии. 最初はあれもそのように Раньше мне тоже так казалось. だが Однако, ことはそう все не 単純 так ではない просто. В любой момент эти иллюзии могут обрести телесные оболочки お前た и ちを襲う напасть 可 на 能 вас. 性もある。先ほどの話から Неужели 察 ты するに знаешь, как отсюда выбраться? 確証はない Не знаю, ただ но の憶測だ。 догадываюсь. 縁妃の言うよう Как и に сказала Янь こ Фэй, の空間は здешнее 錯綜してい пространство る。 хаотично, однако у него есть し слабые かもある места. ようだ。 Если ударить по слабому 我は双 соединению 方 двух 空間の пространств, つなぎ目に衝 создается 撃を与 разрыв, え и можно 裂け目を перейти из 作るこ одного とで пространства в お前らの другое. 元にたどり着いた。 Как я и попал сюда. 故に我に Если 全 я 力を вложу 注げば всю силу, この возможно, 混 мне 沌とし удастся た空間 прорвать を切り裂き завесу и 道を открыть 作ること для が вас できる путь. だろう。なるほど。 Выходит, сильный 強 удар 力な может 衝撃 разорвать によって空 пространство. 間に影響を Я 及ぼ тоже すのです。 полагала такой вариант. 全力を Предполагала. 注ぐとは Что значит вложу всю силу? 要は Сделаю 我 все の全てを возможное. 出し切る。 Погоди-ка, ты нам поможешь, а сам останешься здесь? まさか。 Ты же не можешь всерьез такое говорить. 我はこの地下で Я 不 видел 釈を負った。 Басациуса. 故に Тогда я この地を осознал, 操作をよく理 насколько 解している。 кошмарно это место. 裂け目を作る Однако にして одна атака может 瞬間 создать 的な衝撃で только 救える очень маленькое отверстие, чтобы отправить вас обратно во внешний мир. 外に出 Мне, る скорее всего, придется постоянно направлять энергию, чтобы туннель остался открытым. Оставался. 命をかけることには慣れてい Мне る не впервые встречаться со смертью лицом к лицу. 我にし Обычное かで дело. きぬことだ。 Но ведь если ты используешь всю свою силу... Нет そんなの уж, ダメだ。 нет. Даже если это и сработает, я все равно против. И я, что это за ужасный план? Нельзя никого бросать. Мы должны уйти вместе. 実行に移せる策が Судить 初めて о методе можно лишь в сравнении с だが другими. 今はそうでは Однако ない。 это не тот 他に случай. 策がない Не ゆえ думаю, что у вас есть お идеи 前たちはこ получше, こで立ち往生しているのだ。 раз уж вы до сих пор здесь. しかし、 Ты あ уверен, なた что の это その方法 сработает? は 保証はない。 Не уверен. Да что это с тобой не так? Разве можно жертвовать с собой ради затеи, про которую ты даже не знаешь, сработает ли она? とにかく、その策には賛同 Вы で как きない。 хотите, а я против. ならば、 Даже если я скажу, что это これが我の遺 последняя 言だと言 воля. ったら、あなたは、 Ты... それがあなたのお考え Это твоя стратегия? 率直に言って、 Без обид, но у нас нет никаких гарантий, что этот план удастся, или даже, что он безопасен. おっしゃる通り К、тому же, ты сам сказал, что Якса опасны для людей. Думаешь, мы примем этот そのような самонадеянный 独りよがり план な計 лишь 画を потому, что 突然 ты так 押し付けられ сказал? 過酷な戦場では На поле そう битвы そうで воин всегда ставит на кон свою この жизнь. 状況では Если он не готов проиграть и идти до конца, ему никогда не 犠牲を победить. 恐れて動く。私も死の淵 Я に立つよう участвовал な во многих 戦いを経 битвах 験したことがあります。 и знаю, что если ситуация не критическая, о таких крайних методах 本当に не 手を может 尽く быть す и こと речи. で理解してもらおう Ты という говоришь 気持 так, ちはわかります。 надеюсь, что мы пойдем и согласимся. Но если твоя жертва будет напрасной, это только そんなことで 士気が下がるだけ подорвет です наш моральный дух. 本当に全て Кроме を捨て того, る覚悟があるのでしたら、他人に意見など求めはしない Кроме того, はず если бы ты и вправду хотел пожертвовать с тобой, то сделал это молча. Выходит, не такой уж ты и 冷酷な方で бесстрашный. はそれに К тому же, 逃げるために что это за 誰かを失う победа пожертвовать одним, 元も чтобы 子もあり спасти ません。 остальных? イエラン、 Елань, そんなことを言う перестань. な。とにかく、 В общем, 今はまだ рано 命を впадать в かけるよう отчаяние. な Может, 時ではない где-то です。 здесь есть еще тайный проход. もしか Просто したら мы ま его だ еще 調 не べ尽くせて нашли. いない。 Вы молчите, пацаны. もし А それが что, 見つ если からな его かった нет? Или если мы его не найдем? И в конце концов я окажусь настолько слаб, что у меня не останется сил пожертвовать собой. Что тогда? この段階であなたを Мы не 犠牲 знаем, に какой する план ことと гарантирует успех. 未知の出 Разницы 口 в を見 них つける нет. ことの成功率 Но очень глупо выбирать тот, что заставляет идти на こ крайние の меры. 2つの策に優劣 А はない Елань 以 очень 上 расстроена. すぐに行動に移すこと。 Сильный удар может пробить завесу, так? Да, слышал я ваш разговор. Не нравится мне, что кого-то придется оставлять. Нужно просто сделать так. Эй, ты там, кто бы ты там ни был, посмотри, как долго продержится твоя ловушка, когда я с тобой разделаюсь. 待ちなさい。 Стой!
Беда. О, касцену вырубаем. Опа, ну чё? А ты хорош. О, похоже, это место не стесни одним ударом. Но смотрите, открылся новый путь. Если вам нужен герой, то лучше меня на эту роль не сыскать. И то. Мне нужен... Что? Откуда такой субтитр в секунду? В миллисекунду, алло. Прекрати, игра. Ох, ну почему ты вечно в такое вытворяешь? Шинобу. Что с это? Обморок? На этот удар он затратил все свои силы. Возможно, благодаря этому он и смог пробить в проход. Я посмотрю, получится ли стабилизировать его. Это он, наверное, из-за нашего спора решил пойти на такие меры, да? Босс просто терпеть не может распри в команде. Когда в банде начинаются ссоры, он всегда что-нибудь вытворял. Зато все сразу успокаивались. Вот и сегодня он в своем репертуаре. Хоть вы и недавно знакомы, но он сказал, что вы часть команды. И он правда в это верит. Босс ненавидит, когда кто-то идет на жертвы, хотя сам неосознанно так и поступает. Однако есть кое-что, что отличает его от других. Когда он так поступает, он не жертвует собой, а искренне верит, что достаточно силен, чтобы преодолеть любое препятствие. Вот это самоуверенность. Разве это не то же, что Исяо сказал? Очень глупо. Так, ты не думала остановить его? Босс никогда не прислушивается к уговорам. А еще он сначала делает, а потом уже думает. Наверняка считает, что ему под силу справиться с любой трудностью. Да и не только он. Все члены нашей банды страдают тем же. Вот почему я им нужна. Только кто же будет еще разгребать последствия? Раз уж ничего не поделать, пускай геройствует. Так, да и к тому же, дуракам везет. Может, мы и правда выберемся отсюда. О, Ита, скажи Паймон, что ты в порядке, пожалуйста. Мне жаль. Да нет, не извиняйся, вы с Елань правы. Однако, если бы ты был в банде Аратаки, я бы поддержала Елань. Босс сделал это не ради глупого самопожертвования. Он искренне верит, что это поможет нам найти выход, и что мы выберемся и заберем его с собой. Каждый очень важен. Сейчас нам нужно поддерживать друг друга, если мы хотим выбраться. Наша жизнь очень важна для некоторых. Важна для некоторых. Нет, для многих людей. Шинобу. Мы должны сделать все, чтобы найти путь к спасению. Еще есть шанс. У нас все получится. Не переживайте об этом, я позабочусь. Похоже, этот путь ведет не наружу, а еще глубже внутрь. Значит, все, что сделал, это было бессмысленно? Пока рано судить, я пойду проверю. Вот оно что, я поняла. Что ты имеешь в виду? Помнишь, я ведь еще не нашла то, что искала. Что искала? Тот артефакт. Если это подземелье проецирует наши желания на реальность, у меня появился отличный способ отыскать его. Вот как! Неудивительно, что она так упорствует. Наверняка это какое-то невероятное суперсокровище. Ну, этого я не знаю, однако попытаться стоит. Ну, я что-нибудь придумаю. Подожди, не переживайте за них. Путешественница, если ты еще хочешь попасть в подземелье, тебе лучше пойти со мной. Я просто юрист, и вдвоем будет безопаснее. Кстати, у вас же хорошие отношения с Сяо, да? Я хотела спросить за Елань прощения. Я хотела попросить за Елань прощения. Однако, без этого нам не удалось отговорить его. К тому же, для Елань эта тема очень важна. Она всех отговаривает от самопожертвования.
Насколько я знаю, в прошлом ее ценой своей жизни спас друг. Возможно, поэтому ей так ненавистны самопрожертвования. Не так-то просто столкнуться с мыслью, что ты живешь благодаря тому, что кто-то пожертвовал собой. На ее месте я бы, возможно, так же себя вела. Подождите, я сейчас. Явись. Ну вот, теперь вы в безопасности. Ита пока не может сражаться, поэтому вас будет защищать мое заклинание. Спасибо, наставница. Буду осторожна. Ага, и ты береги себя. Ну, пойдем, путешественница. Соросоройко. Ике. Так, новая точка. Новая точка. Прошло уже 2 часа 5 минут. Скажите, пожалуйста, насколько долго нам еще нужно? Потому что почувствуем, как будто еще дохренище. Я могу отсюда выйти? Или я не могу отсюда выйти? Где я? Я, наверное, не могу еще. Долго. Ох, я чуть подзапарился, если честно. Уже 2 часа 5 минут стрим идет, поэтому давайте заканчивать. Так, это мы забираем. У меня другое мнение. Нет плохих персов, есть миллиарды хп у боссов. Ой, Эндрюс, а как же Бэйдоу, которая не убьет мертвого Хиличурла? Достижение. Вчера мне сказал про это, засранец. Нет пути домой. Преодолейте препятствия и встретите Сяо в событии «Опасная тропа». Окей, значит, это на следующий стрим оставим. Так, ну что, крутанем. Хотим Бэйдоу. Всем чатикам просим, пожалуйста, Genshin Impact. Дай нам Бэйдоу. Одну штучку. Одну. Просто понюхать ее. Да. Ну да, пошел я нахрен. Дубина переговоров. Я бы с тобой переговорил, Геншин. Серьезно. Вот этой дубиной прям бы переговорил. Так, превьюшка у нас есть. Мы можем встать вот сюда. И на этом закончить. Сейчас один шланин пойдет. Не, ну такого точно не бывает. Ну что, чатик, на этом стримчик заканчивается. Всем спасибо за лайки, подписки и подарки. Натапали кучу лайков, на самом деле. Спасибо большое. Ладно, самое главное, спасибо вам огромное, что провели этот вечер для меня, со мной. Мы были супер продуктивными, мы сделали много, мы прям нон-стопом шли по квестам. Очень много диалогов, очень много узнали про персонажей, было интересно. Увидели новую механику в данжах. Ну, а на этом все. Увидимся завтра. Завтра, скорее всего, будет... завтра стрима не будет. Я родителей и девушку поведу в кино на Майнкрафт. Мы идем, потому что Майнкрафт мы еще не видели. Вот, пойдем смотреть. Поэтому всем спасибо, всем пока. Увидимся послезавтра. И как всегда на обращение. Все, да, я ухожу. Давайте, пока-пока. YouTube, Twitch и Трова. Вам отдельное. Пока-пока.